меня зовут Кристина, и это канал Like News. Сегодня будет долгожданная тема, которую выиграла в вопросе. Это будет летний декор рабочего стола. Мне безумно понравилось декорировать рабочий стол к летнему сезону. Все получилось очень ярко, мило и симпатично. И я знаю, как вы любите летний декор, поэтому сегодня будет двойная порция идей, потому что это видео я снимаю вместе с Оксаной Дмитриевой. Если вы любите яркие, креативные, интересные идеи, обязательно загляните на канал Оксаны, и вы удивитесь, сколько здесь стильных и удобных органайзеров, по-летнему ярких пеналов, чехлов для телефонов и оригинальных поп-сокетов. Вы найдете милые кавайные идеи, папки, органайзеры, узнаете, как стильно и недорого оформить рабочий стол. Благодаря простым и понятным видеоурокам вы сможете создать классную вещь своими руками. Видео Оксана снимает не одна, а вместе с пушистым котиком Бибой, которого обожают все ее подписчики. Ссылочку на канал смотрите в описании. Всем привет! Меня зовут Оксана, и сегодня я подготовила для вас сразу две идеи летней организации рабочего стола. Классный, яркий, по-настоящему летний органайзер для книг со шкафчиком в виде аппетитной клубнички. И супер милая подставка для карандашей в виде кавайного арбузика. Если вам интересно узнать, как я их сделала, то после просмотра видео Кристины добро пожаловать на мой канал. Ну что ж, давайте приступать! Сделаем крутой держатель для телефона. Я взяла обычную картонную коробку, в которой приходят посылки. Если нет, можете взять обычный плотный картон. Обводим свой телефон и рисуем форму ушек. У нас сегодня будет милейший единорог. К ним я вообще не равнодушна. Я уже декорировала и канцелярию, и ежедневники, и подарки своими руками в этом стиле. Если что, видео на моих милашек будет в описании к этому ролику. Но мало ли, вдруг захочется посмотреть на кавайных лапочек. Вырезаем небольшую арку, формируя ножки. У этой штуки есть своя функция, так что это обязательно. Если у вас не очень плотный картон, то сделайте на всякий случай 5 таких штучек. Склеиваем заготовки друг с другом. Пусть сохнут. Опять берем картон и вырезаем вот такие полосочки примерно по сантиметру в ширину и 7 сантиметров в длину. Лично я использую заднюю картонку от рамки для фото. Покрываем любой краской в тон, я использую жемчужную. Откладываю сохнуть. Наши заготовки уже отлично склеились, и теперь нужно закрыть края, чтобы все было аккуратно. Для обклеивания я купила вот такой белый фоамиран с блестками. Можно также использовать любую бумагу для творчества. Обводим заготовку и вырезаем, наклеиваем. Замеряем размеры боковинки и отмечаем на фоамиране. Вырезаем полосочку и приклеиваем бока. Это мне напомнило, как мы делали чехлы для телефона. Принцип тот же самый, только вот рекомендую использовать клей-пистолет. С обычным я прям намучилась. Когда все окончательно высохнет, прорезаем отверстие канцелярским ножом. Вставляем подставку. Пока откладываем, рисуем глазки. Закрашиваем все черным маркером, а теперь сверху покрываем все прозрачным лаком для ногтей. После высыхания получается такой красивый эффект космических глазок. Очень здорово. Остальное дорисовываем маркером и приклеиваем. Рожок вырезаем из кусочка фоамирана. Для гривы у меня есть специальная шерсть для валяния, но прекрасно и подойдет тот способ, который я показывала в видео с планером-единорогом, где мы красили синдипон. Можно, кстати, покрасить и обычную вату. Вот и все. Кладем телефон и наслаждаемся. Польза от такой штуки куча. Такая подставка подойдет, если вы делаете какой-то DIY по моим видео или срисовываете рисунок. Просто смотрите, занимаясь своими делами и попутно делая что-то свое. Да и вообще вещь красивая, прекрасное украшение стола. А вот через эти ножки можно удобно вставлять зарядку для телефона. А теперь сделаем необычную настольную коробочку для мелочи. Нам нужны будут 4 рамочки для фото. Я купила самые маленькие и дешевые. Убираем стекло и картонку. Красим в любой цвет. Я крашу баллончиком, но можно, кстати, и обычными красками. Пока рамочки сохнут, мы задекорируем стекла. Я буду рисовать красками по витражу. Это не обязательно, просто я их купила недавно и очень хотелось попробовать.
Вы же можете использовать маркеры, акриловые краски или лаки для ногтей, эффект будет тот же самый. И начинаем рисовать всевозможные фрукты и ягоды, как мы делали в видео о летнем декоре комнаты. После высыхания вставляем стекло обратно в рамку и теперь начинаем склеивать все 4 рамочки, образуя прямоугольник. Обводим прямоугольник на картоне, вырезаем и приклеиваем. Теперь можно складывать туда разные мелочи, которые вечно валяются по столу. Это может быть клей, корректоры, футляры для очков. Я сложила туда пакетики с маслой для лепки. А красивые фруктики поднимают настроение и создают летнюю атмосферу. А сверху в качестве крышки можно положить любимую игрушку антистресс. И красиво, и поиграть между перерывами можно. Переходим к бюджетным органайзерам. Сделаем арбузную дольку. Нам нужна будет коробка. Отрезаем боковинки так, чтобы получился вот такой домик. Моя коробочка очень узкая, поэтому я добавила немного пространства вниз для устойчивости. Отмеряем от верха коробки примерно 4 см и отрезаем по диагонали, как у меня. Чтобы низ был более устойчивым, нужно наклеить туда что-то жесткое, например, плотный белый лист или картон. Малярным скотчем заклеиваем края. Далее для коробочки нам нужны будут вот такие полки. Я их вырезала под размер нашей коробочки. Причем одна часть будет шире другой. У нас будет необычный органайзер. Полочки тут будут располагаться под наклоном. А вот тут я, конечно, косякнула. Так как у меня не было красной бумаги для обклеивания коробки, я решила ее покрасить акриловой краской. Но композиция начала размокать, стали появляться бугры, и сама краска ложилась неравномерно. Пересмотрев свои прошлые видео, мне пришла в голову мысль обклеить арбузный органайзер гофрированной бумагой по типу того, как мы делали сову в видео о подарках на день рождения своими руками. Советую, кстати, посмотреть, она очень красивая и яркая. Режем полосочки, сворачиваем и режем махрушки. Клеить начинаем от низа к верху. Вот так гораздо лучше. Полочки я просто обклеила бумагой с обеих сторон. Теперь косточки. Я складываю лист плотной бумаги в ленту и рисую капельки. Вырезаю и раскрашиваю черным маркером. Обклеиваю органайзер. Ставим на стол. Сам по себе он уже настоящее летнее украшение, смотрится очень эффектно. На нижнюю полочку я выкладываю свои блокноты и ежедневники. Полочка здесь стандартная, а вот следующие полки под наклоном. Плюс таких полочек в том, что у них ничего не будет вываливаться и доставать предметы будет гораздо удобнее. Там можно хранить ножницы, маркеры, карандаши, ручки, открытки и так далее. В общем, очень функциональная штука. Теперь перейдем к настенному органайзеру. Нам снова нужна будет коробка. Вот в такой штуке мне пришли фоны для съемки. Если честно, тут вообще две склеенных коробки. Если у вас нет плоских коробок, можно раскрыть обычные и склеить их друг с другом, придав им вот такую форму. Вообще, конечно, лучше использовать лист фанеры, но ведь у нас сегодня бюджетный DIY, поэтому берем дешевые материалы. Я еще обклеила малярным скотчем все места склеивания и стыков. Теперь органайзер нам нужно красиво украсить. Это может быть специальная самоклейка или цветная бумага. Самый бюджетный вариант — обклеить салфетки, как в технике декупаж. Только я стормозила, а вам говорю заранее. Прежде чем клеить салфетки, лучше покрыть всю доску белой краской или большими белыми листами, чтобы рисунок смотрелся ярче. Отрываем белые салфеточные слои и рвем рисунок. Прошу вас обязательно это делать, а не класть всю салфетку целиком, не ленитесь. Это важно, чтобы рисунок соединился друг с другом красиво и все было аккуратно. В качестве клея я использую клей ПВА, но у меня ПВА строительный и имеет густую консистенцию. Если у вас такая же история, его лучше разбавить с водой. Оставляем сушиться. Мне захотелось обклеить края органайзера тесьмой с помпонами. Это смотрится так мило. Далее
нам нужны будут вот такие прозрачные листы для рефератов. Их можно заменить канцелярскими файликами или обложками для тетрадей. Наклеиваем их с помощью скотча. Теперь делаем папочки для бумаг. Нам понадобится две части от коробки. Это вот такие боковушки. Берем линейку и отмеряем от края сгиба по 4 сантиметра. С боковых частей и снизу. Столько же отмеряем сверху, от края сгиба. А тарелочку рисуем ровный полукруг. Обклеиваем любой бумагой. Я взяла вот такую блестящую самоклейку. У нее есть свой плюс. Немного заходя вперед, скажу, мы будем клеить туда отрывные листочки, и если бумага вот такая скользкая, как у меня, то удобнее потом будет без труда отлеплять стикеры и приклеивать новые, не повреждая бумагу. Все части сгибов соединяем вместе. Я делала это клеем-пистолетом, но честно, намного проще было бы просто обычным скотчем. Приклеиваем к нашей доске. Другую часть доски делаем мягкой. Сюда можно будет крепить фото или напоминалки канцелярскими гвоздиками. Для этой цели подойдет вот такой коврик для йоги. Он большой, и я уже несколько раз делала с ним крутые DIY-ки. Очень полезная штука. Вырезаем нужный размер и приклеиваем. Коврик имеет особенность сворачиваться так, что придавите его прессом, пока он не приклеится окончательно. Теперь нам нужны будут палочки от суши. Как вы поняли, я обожаю суши. Еще любые крючки для полотенец. Я купила 8 штук всего за 50 рублей. И они уже на самоклейке. Клеим таким образом, чтобы палочки удобно помещались на крючке. Если останутся лишние, можно приклеить сверху. Еще можно сделать держатели для цветов. Берем кусочек коробки или картона. С помощью тарелки или кружки обводим почти круг, оставляя вот такой срез. Таких штучек нам нужно всего 3. Посередине ставим тот стаканчик, который вы будете использовать под цветы. Я буду брать бумажный, он легкий и маленький. Обвожу горлышко и вырезаю. Теперь 3 детальки нужно соединить вместе. Обклеиваем все срезы бумажным скотчем. Теперь та же самая история с салфетками. После высыхания приклеиваем на нашу доску ребром. Можно, конечно, оставить и так, но я сделаю дополнительную опору, чтобы конструкция уж точно держалась и не сломалась. Отрезаем верхушки палочек из-под суши и приклеиваем вот таким образом. Нужно, чтобы все хорошенько взялось. Подождите до полного высыхания. Настенный планер я повесила на гвоздик в стене, использовав всю ту же тесьму. Получилось дополнительное украшение. На крючки можно повесить все, что угодно. Я украшаю фонариками. А вот дело дошло и до палочек. Чтобы ваши красивые декоративные скотчики не валялись по столу, а были все в одном месте, нанизывайте их на палочки. Использовать эту конструкцию можно прямо не снимая с органайзера. Выбирайте нужный рисунок и отрезайте. Все просто. Найдется место и для других творческих штучек. Я нарвала садовые цветы и поставила их в мой стаканчик с водой. Это всего лишь украшение, но сразу видно, как планер заиграл новыми красками и как вкусно пахнет в комнате. Обалденно. Вешаю наушники, которым тоже не было места на столе. Раскладываю бумагу. А вот и пришло время стикеров. Папки очень красивые, но занимают слишком много пространства, поэтому мы должны использовать и его. Крепим стикеры на двухсторонний скотч. Это то, что потом мы будем крепить на доску или вообще куда угодно. Стикеры можно крепить и на ту часть доски, где мы клеили прозрачные листы. А еще здесь можно писать послания любыми маркерами и стирать тряпочкой, смоченной спиртом. На мягкую часть доски крепим отрывные листочки канцелярскими гвоздиками. Вот и все. Это прям мой фаворит. Очень функциональная штука. Каждый сантиметр этой доски выполняет какую-то функцию, а сам органайзер прямо настоящее украшение комнаты. Если поставить все это на рабочий стол, то получится самое крутое летнее вдохновение. Теперь давайте посмотрим, что же получилось у Оксаны. Вот такая летняя красота у нас сегодня с Кристиной получилась. И если вам понравились эти летние яркие идеи, не забудьте поставить лайк. И до встречи в моем видео. Ставьте лайки, потому что мы очень старались. Будьте креативными, а я вам в этом помогу. До скорого. Пока!